В конспирологической теории вот среди сторонников очень большую роль играет некий журналист Бенджамин Фулфорд, который родился в 1961 году в Канаде. Но сам он из евреев польского происхождения. И, в общем-то, на сегодняшний день он проживает в Японии, получил японское гражданство и работает в журнале Forbes. Дело в том, что этот человек долгое время изучал вот именно различные теории заговора, а также людей, которые, в общем-то, готовят подобные вещи на Земле. И взял недавно интервью у Дэвида Рокфеллера, когда он еще был жив. И, в общем-то, сенсационно выступил на брифинге с Дэвидом Уилкоком, где рассказал, в общем-то, о планах глобального порабощения, которые готовит вот некое тайное правительство. И рассказал о том, что существуют две независимые группировки, которые, в общем-то, ведут между собой борьбу. К одной из них белый шляпа или белый дракон, принадлежит он сам. Туда входят также представители ЦРУ, Пентагона, некоторые азиатские группировки, которые понимают, что управление миром, в общем-то, оно не должно находиться в одних и тех же руках. И, в общем-то, они борются именно с организацией, которую мы называем сейчас Иллюминати. Что же в себя, включает те цели, о которых, в общем-то, говорят и заявляют сами Иллюминати? Они говорят о том, что народное население Земли превысило свои допустимые возможности, и ресурсы Земли не справятся с таким количеством людей. Поэтому они планируют сокращение населения порядка 90-95%, то есть оставить население на уровне 1 миллиарда или даже полумиллиарда человек. В общем-то, об этом даже говорит памятник, который находится в центре Соединенных Штатов, где прямым текстом написано, что население Земли никогда не должно превышать 500 миллионов человек. Иначе человечество деградирует, и в итоге, цивилизация погибнет. Но это, в общем-то, по сути, геноцид. То есть это нечеловеческие условия, которые вот эта система пытается создать на Земле путем различных махинаций и введения определенных параметров, которые они осуществляют. То есть это создание ГМО-продуктов, это создание боевых вирусов, которые уничтожают человечество, такие как СПИД, например, или Эбола. В общем-то, ученые уже доказали, что это искусственные вирусы, которые должны были бы избирательно действовать на определенные типы людей, таких как вот азиаты, то есть желтая раса или черная раса. И, в общем-то, в Африке это самое распространенное сейчас заболевание СПИД, в общем-то, которое приводит к угнетению всех функций человека, а также прекращению детородных функций. То есть таким образом хотят сократить население, когда население уже не сможет воспроизводить само себя. И, в общем-то, осуществляется некая борьба между вот этими силами, которая ведется, в общем-то, тайным образом. То есть ни СМИ, ни какие-то издания там об этом особо не говорят. И ученые, в общем-то, не заявляют о такой проблеме. А на самом деле вот происходит процесс, который мы называем теорией заговора или конспирологической теорией. И вот Бенджамин Фулфорд, в общем-то, он является одним из апологетов, который бьет тревогу. И, в общем-то, мы должны прислушиваться к его словам, потому что он приводит факты, от которых отмахнуться невозможно. В первую очередь, это, конечно, вот желтая и черная раса, потому что это самое густонаселенное население Земли. И, в общем-то, мы знаем сейчас, что Китай в своей экономике уже превышает экономику такой развитой страны, как Соединенные Штаты. Они этого очень опасаются, потому что в Китае живет более 2 миллиардов человек. И, в общем-то, это достаточно значимая часть. И возможно, что в скором будущем вообще желтая раса будет превалировать уже над белой. И тем самым они, в общем-то, проводят свои нацистские такие вот воззрения. В общем-то, по сути, это фашизм, который нацелен вот против вот этого населения.
Но то же самое они проводят по отношению к России, такую политику. То есть им не нужно, чтобы развивалась Россия, так как это государство обладает 40 с лишним процентом всех запасов земных, то есть это те же углеводороды, носители энергии, лес, полезные ископаемые, металлы, в общем-то, все, что является, в общем-то, полезным ископаемыми и ресурсами для ведения хозяйства на земле. Естественно, сильное государство им не нужно. Им нужен сателлит, который будет просто за бесценок отдавать свои ресурсы. И население тоже большим не должно быть. Еще Маргарет Тэтчер заявляла о том, что 15 миллионов человек вполне достаточно для населения такой страны, как Россия. Хотя мы занимаем огромную площадь и, в общем-то, являемся самым ресурсным государством на Земле. Но для того, чтобы управлять таким хозяйством и использовать эти ресурсы, должно то общество, по их мнению, которое, в общем-то, создает это мировое правительство. Я думаю, что это, конечно, негуманный способ ведения, так сказать, политики своей, так как это все связано с уничтожением населения. Человечество для них является просто способом достижения цели в управлении, во власти. Никакой заботы о людях тут даже не предвидится. То есть только определенное количество управленцев, которые, в общем-то, может исчисляться всего несколькими сотнями человек или тысячами человек, должно управлять всей землей и всеми ресурсами земли. То есть их цель такова. А все остальные являются рабами, которые будут просто выполнять свои функции, полностью подчиняться этому управлению с помощью микрочипов или связи человека с технологиями и с информационными технологиями. И, в общем-то, уже создана база, которая позволяет это им осуществить. И допустим ли мы этого или нет, зависит уже от самих людей. То есть люди должны просыпаться и понимать, в общем-то, эти глобальные процессы, которые сейчас происходят. Финансируют азиатские группировки, возможно, это даже мафиозные группировки, куда входят, в общем-то, не только честные предприниматели, но и некие, кланы преступников, которые, в общем-то, распространены в Азии и в самых таких развитых странах, таких как Китай или Япония. Туда же входят ученые некие, которые, в общем-то, понимают суть вещей и могут противостоять именно в технологическом плане этому глобальному замыслу. И входят сеть военных, которые тоже, в общем-то, не хотят подобного развития событий, так как, в общем-то, это все приведет к глобальному вымиранию человечества и заденет их в первую очередь также. Бенджамин Фулфорд состоит в некой организации под названием «Белый дракон» или «Белые шляпы» еще называют. В общем-то, говорят, что это такая же законспирированная глубоко организация, которая, в общем-то, имеет сеть по всему миру, и их задачей является противостояние такой организации, как Иллюминати. Иллюминати в переводе это как просветленные, то есть ученые входят в этот союз, которые, в общем-то, уже с средневековья еще занимаются изучением различных технологий, опережают намного, в общем-то, технологий, которые уже сейчас приняты на Земле и развиты. И в то же время скрывают те технологии, которые возможны для продолжения, так сказать, человечества как цивилизации. То есть чистая энергия, свободная энергия. Все это не допускается в развитии общества, так как позволит, в общем-то, жить безбедно и свободно большому количеству населения. Но они считают, что население должно быть угнетено, чтобы люди думали только о хлебе насущном, думали о том, как прокормить семью и как можно больше отдавали своих сил на их благо. А все-таки «Белый дракон» – это организация, которая хочет развить цивилизацию. То есть она хочет достичь того, чтобы эти технологии были раскрыты, чтобы не было этого противостояния и чтобы не было власти, которая могла бы
полностью, в общем-то, сковать деятельность бизнеса как в Азии, так, в принципе, и по всему миру. Есть люди, которые, в общем-то, обладают некой властью, в основном это военные, это вот преступные группировки, которые являются мафиозными, так скажем, группировками, которые, в общем-то, имеют связи, в общем-то, со всеми государствами и государственными учреждениями, то есть с некими политиками, которые проводят в жизнь те идеалы и те темы, которые, в общем-то, диктуются этой группой «Белый дракон». У Бенджамина Фулфорда появилась такая информация от сотрудника ЦРУ, который рассказал о том, что авария, спланированная в Тихом океане, была искусственно совершена. И за счет этого поднялась мощная волна цунами, которая, в общем-то, разрушила инфраструктуру японских островов, а также повлияла на работоспособность атомной электростанции на Фукусиме. То есть вот эта вот авария, произошедшая по вине цунами, она, в общем-то, была спланирована. И то, что произошло, повлекло достаточно большой политический резонанс, обессилило экономику Японии и высвободило ресурсы именно топлива ядерного. Потому что в мире существует определенный ресурс на ядерное топливо, и американцы решили просто сэкономить таким образом для своих электростанций, разрушив вот такую мощную электростанцию, как Фукусима в Японии. И действительно, это действительно политический процесс, который был спровоцирован с помощью определенных технологий, которые существуют у американцев. То есть создание таких землетрясений подводных, которые, в общем-то, могут повлиять на инфраструктуру любого государства, прибрежного государства и в будущем. И если вот эта тайна становится явной, то можно, в общем-то, говорить о том, что американцы проводят вот такую внутреннюю политику, которая нацелена на, в общем-то, по сути, это военные действия по отношению к другим государствам. И поэтому эта информация очень важна. Бенджамин Фулфорд ставит своей целью искоренение неонацизма, который в последнее время, в общем-то, начинает набирать новые обороты в мире. И зная, что политика неонацизма основана именно вот этим тайным правительством, которое хочет, в общем-то, таким путем избавиться от большого количества населения на Земле, он старается раскрывать их планы. То есть он находит информацию через свои тайные источники и, в общем-то, озвучивает ее, тем самым нанося большой урон вот этой организации. И в то же время он хочет обескровить эту организацию и с помощью вот противостоящей силы, такой как общество Белого дракона, полностью уничтожить на Земле влияние вот этой группировки Иллюминати. В общем-то, названий у нее достаточно много, и в нее входят достаточно крупные политики, бизнесмены, но в основном это банкиры, которые осуществляют экономическое влияние на Земле. И, в общем-то, руководители того же ФРС в США, например, они являются одними из членов этого общества. И вот это вот финансовое влияние, а также влияние на массовое сознание людей, оно должно быть дезавуировано определенными силами. В общем-то, к чему и стремится общество Белого дракона. Ну, так как эти силы имеют огромное влияние, и, в общем-то, они никогда не уступят своих вот прав и тех возможностей, которые уже получили, то я думаю, что конфликт может развиться, в общем-то, по нарастающей и действительно привести к Третьей мировой войне. Естественно, это будет глобальная война, которая будет фатальна для всего человечества. И по многим предсказаниям, в общем-то, говорится о том, что она неизбежна. Но у человечества есть все-таки шанс спастись, и если вот сейчас мы в своем большинстве осознаем то, что происходит, то вот эту небольшую группу людей можно дезавуировать, так как они не смогут управлять ни армией, ни полицией, ни системами силового влияния на общество. Вот. Также захватить у них средства массовой информации, с помощью которых они, в общем-то, осуществляют свой контроль над человечеством, и уже призывать к тому, чтобы вот именно свергнуть их и искоренить под корень.
тогда, конечно, у человечества будет возможность развиваться совершенно в другом аспекте, получив, например, те же чистые энергии, то есть те технологии, которые уже созданы, и развивая их, в общем-то, Земля может прокормить даже не 7 миллиардов человек, а порядка 150 миллиардов человек. Поэтому, в общем-то, их цели нужно остановить. И желательно остановить, конечно, это все мирным способом. И как-то уже стараться это сделать как можно быстрее, потому что время мы упускаем. И глобальная чипизация, она, в общем-то, не за горами.